Это гадание на следующую неделю сентября. Это неделя с 19 до 25 числа. Впереди у нас очередная полная неделя месяца. Неделя эта непростая, потому что внутри там есть регулярная, но тем не менее важная, захватывающая, мучительно нужное нам для обновления жизненных астрологическое, астрономическое событие. Это день осеннего равноденствия. В этот раз это случится 23 числа, это будет пятница, ранним утром, по-моему, по московскому времени, это в начале 5 будет, 4 с чем-то утра. Вы можете посмотреть точнее, если вас интересуют такие вещи. И, соответственно, общий фон астрономический, астрологически сильно поменяется после 23 сентября. Ну, вы знаете, проходили уже, резко станет сокращаться очень заметно световой день, и наступит такая вот настоящая астрономическая осень. А сейчас мы пока в лете живем с вами. Второй позиции я для вас достала карты, которые мы по традиции рассматриваем в прямых и перевернутых положениях. Так, одна карта для каждого знака. Ну, я хочу еще поясняющую вот такую вот колоду достала Ленорман для того, чтобы там что-то дополнять, какие-то, может быть, моменты дополнительные увидеть. Итак, настройтесь, вспомните, кто вы по знаку зодиака. Традиционный вопрос у всех, мне кажется. Ну, кто-то для себя уже эту дилемму решил. Кто я? Вы можете по солнечному знаку смотреть, по знаку асцендента вашего. Кто-то смотрит по Луне, кто-то по положению Меркурия. На самом деле на эту тему я могу рассказать очень детально, как лучше, что лучше. Но не теперь. Это потом в каком-нибудь из длинных моих видео. Сегодня мы должны очень лаконично, четко раздать вам советы на 7 дней. Итак, первые, конечно же, овны. Ну, пожалуйста, навострите ушки. Что овнам пообещают карты? Так, овнам карты говорят, что следующая неделя может оказаться, здесь какой-то перебор идет в делах. Она может оказаться слишком тревожной или, слишком деловой. Почему слишком? Потому что рыцарь жезлов вам выпадает в перевернутой позиции. Карта очень хорошая, деятельная, огненная, то есть ваша, когда она прямая. То есть тогда карта, конечно же, говорит, что у вас будет много сил, будет много энергии, вы везде успеете, везде покажете себя и точно сделаете все, что запланировали. Но карта, когда переворачивается, вы тоже все делаете, что запланировали, вы тоже везде успеваете, но успеваете туда, где не надо. Может быть, некоторые овны такую свою особенность знают, вы можете где-то переделать. Знаете, ведь хитрости мудрой, правильной жизни не только в том, чтобы не сидеть сложа руки и за все браться, нести ответственность, но часто нужно где-то дистанцироваться, пересидеть, промолчать. Вот рыцарь жезлов — это такой герой, который, посмотрите, сидит в такой вот удрученной позе, потому что он наломал дров. Сделать лишнее. Есть хорошее выражение: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Оно на 100% работает в нашей жизни, но представляете, иногда и из такого правила бывает исключение. Вот какое-то такое исключение вас ждет на следующей неделе. То есть вы что-то сделаете, это может быть один эпизод, один какой-то ваш порыв, разговор, поступок, поездка, покупка, в конце концов, мы же под ретро-меркурием сейчас ходим. Вот. И пожалеете. Ну, наверное, не сами, с подачи каких-то других людей. Рыцарь жезлов советует вам немножко унять, умерить прыть на работе, в профессиональных делах, в бизнесе. Лучше пропустить что-то, в чем вы не уверены теперь, или на что у вас, очевидно, не хватает сил. То есть здесь есть активность, которая не на пользу, но все-таки рыцарь жезлов — это еще и портрет какого-то другого человека. Поэтому к людям вокруг тоже присматривайтесь, именно к людям в профессиональной сфере. Какой-то, такой активный, такой ловкий,
ловкий, быстрый, шустрый, правильное слово, да? Рыцарь жезлов – это деятельный человек, а перевернутый рыцарь жезлов – это шустрый человек. Видите, замечаете разницу, игра слов, да? То есть человек, который слишком будет суетиться, слишком стараться, слишком вас торопить, подгонять. В общем, такой вот неполезный герой, который действительно какое-то смятение в ваши дела приносит, какой-то беспорядок в вашу жизнь, в вашу голову. Вот смотрите за ним. Кстати, если ваши чаяния, вопросы сейчас про любовь, то рыцарь жезлов перевернутый – это любовник, жених, вообще какой-то романтический партнер, который очень ненадолго появляется. Просто появляется или, может, воскресает, возвращается какой-то ваш бывший. Вот, и очень ненадолго. То есть это какой-то эпизод, письмо, это может быть одно свидание, одна встреча, вот что-то такое. И все это испаряется и оставляет скорее какой-то неприятный осадок или неприятный след. Рыцарь, перевернутый рыцарь жезлов, это может быть и новое романтическое знакомство. Ну вот, например, в интернете, которое, производит впечатление быстрое, скорое, но и заканчивается так же. И что это было? Горстка пепла остается от всех обещаний, от ваших надежд. Вот такая вот история. То есть совет овнам, наверное, такой: замедлиться. Ну, вот представьте, если в следующую неделю Луна активно убывает, истощая эмоциональный фон и вообще все ресурсы у людей, к тому же ретро-Меркурий продолжает работать. Ну, естественно, это время, когда замедляется природа. И ход движения звезд на небе замедляется в такие моменты. Ну и вот овнам тоже надо куда-то не поторопиться. Дальше, конечно же, тельцы. Тельцам достаются, ну, как обычно, работа и деньги, да, мы почему-то не удивлены. Тройка пентаклей. Нет, шестерка пентаклей. Шестерка пентаклей в целом это хорошая карта, которая описывает спокойное, уверенное, безмятежное время, когда вам удается хорошо поработать, спокойно заработать, никуда не бежать, ничего не терять, не путаться в мечтах и иллюзиях. То есть шестерка пентаклей – это карта милости, милостыни. Тот момент, когда вам Вселенная, люди вокруг, ваша судьба, ваше собственное сердце подают, то есть дают все, в чем вы нуждаетесь, и именно в таком строго ограниченном каком-то объеме. Шестерка пентаклей – это в целом, например, повышение зарплаты, но небольшое. Это выписанная премия, вроде бы своевременная, но скромненько, небольшая. Это какая-то материальная помощь, может быть, действительно мат-помощь, да, вот в компании, но тоже строго-строго посчитано. Вообще шестерка пентаклей – это все выданное под расписку, под подотчетные вещи, всякие разные подотчетные вещи. Карта сама по себе не является плохой, она в основном тельцов просит смотреть на привычное, куда-то возвращаться, что-то доделывать и, в общем, не слишком рваться на подвиги. Проблема в том, что шестерка пентаклей выпадает вам перевернутой, а перевернутая шестерка обещает все то же самое, все вышеперечисленное, но, знаете, с таким немножко привкусом унижения, не триумфа и досады, и какой-то недостаточности. Вот. То есть шестерка, если прямая, это закрывает ваши долги или долги Вселенной перед вами. Например, ну, в буквальном смысле шестерка пентаклей это может быть возвращенный небольшой долг, денежная сумма. А перевернутая шестерка пентаклей это тоже возвращенный долг, но только частью, например. А часть остается. А в целом совет, да, что делать с таким временем под перевернутой шестеркой пентаклей? Нужно очень спокойно и так философски относиться к жизни, то есть принимать происходящее вот в том виде, в каком оно приходит, и благодарить даже за малые малости, даже за малые блага, которые сейчас время дает, то есть даже маленькие какие-то заработки, маленькие
выгоды вот от покупок, маленькую заботу от людей. Шестерка пентаклей всегда, что прямая, что перевернутая, призывает именно человека к скромности. Вот тельцов сейчас колода призывает к скромности. Ну, просто перевернутая карта более настойчиво, более убедительно к этому вас призывает. Вот. И карта, ну, в общем, от романтики довольно далекая. Каких-то ярких особо переживаний на тему любви, романтики она не предлагает. Но вот я предлагаю тельцу достать еще одну карту из колоды Ленорман. Сделаем такое почти что исключение для тельцов, чтобы немножко развеселить. Потому что шестерка пентаклей по традиции, хоть это и ваша масть, ну, по традиции карта весьма скучновата, и время под ней скучновато. Ну, а карта Ленорман, такая скромненькая колода у меня есть. А карта Ленорман обещают лилии. Ну, по крайней мере, это немножко повеселей. Лилии — это любовь, это эмоции, и это, ну, вообще момент, когда к вам люди проявляют чувства. Лилии предполагают задушевные разговоры, наступление доверия в различных жизненных ситуациях. И лилии советуют вам тоже с эмоциями не стесняться, тоже кому-то признаваться в любви, тоже рассказывать людям, помогать людям в первую очередь, да, рассказывать о том, как вы их любите, ну и вообще окружать себя очень безопасными сейчас персонажами. Далее близнецы. Для близнецов у нас выпадает карта пятерка мечей, и тоже она выпадает перевернутая. Пятерка мечей предвещает ссору, конфликт без повода, на ровном месте. В основном назначение карты — это предупредить вас от чего-то, отговорить, особенно если вы собрались в предстоящие 7 дней с кем-то выяснять отношения. Если у вас есть вот такой порыв добраться до истины, например, если вы уверены, что сейчас нужно кого-то покритиковать, кого-то ткнуть носом, кому-то выставить какие-то претензии, может быть, в суд подать даже на кого-то, а может быть, просто выговор влепить на работе каким-нибудь вашим подчиненным, то вот пятерка мечей как раз предупреждает и говорит, просит этого не делать, потому что она — это начало, эта карта — это начало длительного и крайне-крайне неприятного конфликта, который не имеет здорового конца и какого-то здорового разрешения. Точно так же с пятеркой мечей приходят так подобные настроения к окружающим людям в отношении вас. То есть вы услышите критику, претензии, увидите, как кто-то провоцирует вас на совершенно глупый, необъяснимо, мучительно, бессмысленный какой-то конфликт, что так, что эта карта плохая, перевернутая пятерка мечей, правда, сильно хуже, чем прямая, потому что она говорит, что, скорее всего, все-таки этой ситуации избежать-то не удастся, понимаете, да? И все, что вы можете сейчас сделать, это просто не отвечать на претензии, нападки других людей. Ну, вам мелкая карта здесь досталась, поэтому давайте тоже близнецам из Ленормана, из Ленорманчика что-то, да, пусть будет, да. Но, тем не менее, звезды, да, через тернии к звездам такая пара близнецам достается. Эта карта называется действительно звезды, но здесь звезды нарисованы. То есть вот это время вам предстоит, эти 7 дней, когда в реальной жизни вокруг вас, в общем, ничего особо крупного и такого приятного даже, пусть не произойдет, но здесь вы мелкими неприятностями, страданиями, даже трудностями, проблемами переживаете, откупаетесь от каких-то крупных неприятностей. То есть ваша мечта, близость вашей мечты никуда не делась, но чтобы до собственной мечты дойти, дотянуться, надо все-таки пройти через целый строй завидующих, агрессивно настроенных,
ну, так скажем, людей, или как учителей, или злых ангелов, или демонов и так далее. То есть демоны вам сейчас выставляют вот такие вот заборы из неприятностей на пути к мечте. Ну, совет карт, конечно, вы мечту свою держите в сердце, помните, что она у вас есть, а на провокации просто не отвечайте. Мистические карты близнецам достаются. Далее рак. Ну и мистическая неделя, соответственно. Рак. Так, рак это получает у нас, как много беспокойства это время нам несет. Посмотрите, по сути, карты очень такие, всем подряд пока что знаком достаются не очень спокойные, в основном советы, в основном предупреждения, карты торопятся от чего-то отговорить, но особо сладости и радости не обещают. Потому что вот, например, раку выпадает король мечей. С одной стороны, король мечей, это десятка мечей, прошу прощения, почему-то сказала, да. Вот, с одной стороны, десятка мечей это, конечно же, кризис. Вот не зря этот мужчина на картинке, которого я приняла вначале за короля, такой замерзший, он в путах, в тисках, во льду. То есть это карты обещают вам неделю бездействия, кризиса, время, когда вам сложно делать, естественно, то, что вы хотите, сложно к чему-то стремиться, и самое главное, даже сложно ощущать себя здоровыми и счастливыми. Даже десятка мечей это вот ситуативно и по настроению воспринимается как вот абсолютный крах, кризис, это вот конец, когда мы говорим так, это конец, про какую-то ситуацию, которая не складывается, например, на работе что-то не складывается, в бизнесе, с таким же успехом десятка мечей обещает достаточно заметный кризис и в любовных отношениях. И карта говорит, что в предстоящие 7 дней раку так или иначе придется дойти до вот этого вот, ну, коснуться какой-то низшей точки, боюсь этого слова, но иногда говорят дна, да, вот если у вас какая-то критическая ситуация в жизни наблюдается, например, конфликт неразрешимый, серьезный дефицит с деньгами, большие трудности со здоровьем, то готовьтесь с десяткой мечей вот в эти предстоящие 7 дней, что будет все очень быстро развиваться к худшему, и вы стремительно до какой-то самой ниши, самой кризисной точки в этой ситуации дойдете. Для чего? Ну, для того, чтобы оттолкнуться и выплыть, и наоборот спастись, выздороветь или излечить ваши отношения, или спасти свою профессиональную судьбу, карьеру и так далее. Ну, много очень противоречивых мнений есть у тарологов на тему десятки мечей. Я скажу только, что общий совет у меня для рака здесь: не верьте своим собственным вот этим вот кошмарам ночным, или не верьте собственным вашим вот этим вот ярко окрашенным вот этим вот негативным эмоциям, потому что за десяткой мечей, это последняя понумерованная карта масти, за ней всегда наступает светлая полоса, трудности забываются. На практике, конечно, это событие, это уход с работы, может быть, расставание с любимым человеком, отказ в целом от какого-то проекта, о котором вы долго мечтали и грезили. Поэтому десятка мечей это все-таки, конечно, кризис. Да. Далее. Лев. Для льва у нас выпадает, ну, слава богу, вот хорошая карта, действительно, наконец кому-то досталась. Это император, причем прямой император. Ну, карта традиционно считается хорошей, потому что это все-таки старший аркан. Для вас, в отличие от ваших соседей по зодиаку, следующая неделя будет важная, наполненная разными судьбоносными, серьезными, крупными делами.
Это покупка большая, это продвижение в должности, это выход на новую работу, открытие бизнеса, может быть большой переезд. Вообще император обозначает в нашей жизни самые разные статусные вещи. Понятно, что статус — это тоже понятие очень-очень субъективное. Так вот, император говорит, что случится нечто в загаданный срок, что заставит вас почувствовать себя на троне, почувствовать под своей вот этой пятой точкой какой-то дорогостоящий стульчик. То есть это, ну, как правило, вот если просто так представить, это покупка статусных вещей, какого-то автомобиля, за рулем которого вы себя ощущаете королем, королевой, о чем вы мечтали давно. А вот покупка дома, допустим, вашей мечты, или получение какой-то новой должности. Это хорошее значение карты. Император требует от вас, от львов здесь в данном случае, играть по правилам. Вот это второе и чуть ли не даже более важное значение карты. Император любит соблюдение правил. Хотите вы того или нет, но законы, подзаконные акты, должностные инструкции, какие-то расписания, расписание даже трудового распорядка. Вот это все станет для вас очень важным, станет, может быть, точкой преткновения. Совет карты, да. Будете играть по правилам. Иногда имеются в виду правила и неписанные, знаете, это нормы, принятые в том или ином человеческом сообществе, в какой-то узкой, взятой, допустим, среде. Будете играть по правилам, все у вас будет хорошо. Если пойдете против потока, то тогда, наверное, будет не очень хорошо. Интересно, что император еще часто, как это ни странно, это не очень хорошая карта для денег. Потому что император, в отличие от императрицы, своей женщины, да, все-таки жаден. Поэтому вы можете столкнуться с, в буквальном смысле, с жадностью, с какой-то. Хотя в то же время император обещает и покровительство, то есть возможность пользоваться протекцией какого-то влиятельного лица. Человек, на которого надо обратить в это время внимание, это старший мужчина, старший родственник, начальник или просто какой-то неформальный лидер в вашей компании, среди людей, с которыми вы общаетесь. Далее Дева. Гадание на неделю для Девы. Деве достается пятерка кубков, причем она прямая. Вот это такая карта, которая прямая, плохая. Когда она переворачивается, становится хорошей. Ну что ж, пятерка кубков. Дева, готовьтесь разочароваться. Все. На этом я могу вот так вот карту эту отложить и, в общем-то, не продолжать. Потому что пятерка кубков такой однозначный, довольно простой смысл обычно имеет. Это событие, разговор, поступок чей-то или ваш собственный поступок, который вас разочарует. Ну вот только что вы к чему-то стремились, мечтали, верили во что-то, а тут вдруг раз вас подвели. Подножка или подстава, как говорят. Может быть такой со стороны ангелов или хорошо знакомых или даже близких людей. Ах, видите, девушка заплакала. Но девы, с одной стороны, вроде бы люди практичные. И эта карта не ваша, вы циники все поголовные, вы разочаровываться не умеете. Но карта эта становится для вас опасной и актуальной, если в вашем гороскопе Солнце в Деве, а внутри гороскопа что-то подмешано, например, от Стрельца. И таких людей с такими гороскопами я в своей практике встречаю, кстати, часто. Вот. И тогда натура получается весьма-весьма такая противоречивая, жертвенная. И вот тогда для вас, конечно, опасность разочаровываться очень активная. Вот что для вас важно? Любовь, разочарование в любви, работа, разочарование в работе. То есть пятерка кубков – это подленькая, она такая, она бьет туда, где тонко, где болезненно, где вы больше всего готовы пострадать. Вот. Поэтому совет карты для Девы только один. Не верьте своим дурным эмоциям, разочарованию этому не верьте. И самое главное, ничего не пытайтесь спасать.
спасать. Вот эта карта говорит. Ничего не пытайтесь спасать. То, что вас расстроит, разочарует вот на следующей неделе, пройдет и рассосется само. А если вы полезете ручонками своими это все разгребать, спасать, разбираться, выяснять с кем-то отношения, что-то, ну, знаете, склеивать, зашивать, как вот девы, как все земные люди, любят все восстанавливать. Да, вот есть такие, это девы вечные созидатели. Вам лишь бы все построить, лишь бы все отреставрировать и все. Вот ваши реставрационные работы, особенно если это касается отношений с людьми, да, сейчас абсолютно не нужны. Это разочарование пройдет через время само, вы посмеетесь, забудете и, в общем, то есть совет карты. Вы эту неделю можете прожить как раз очень эффективно, ловко и хорошо. А пятерка кубков появляется только лишь как совет. Не верьте собственному разочарованию. Это будет абсолютная иллюзия. Это, знаете, как эхо, блик от дурного сна. А посмотрите, когда карта переворачивается, девочка все та же, но такая счастливая. То есть мир, проплачетесь, это вот тот момент, когда, ну, помните из детства, прорыдаешься, потому что тебе очередную куклу не купили в детском мире, да, и потом что-то так светло, так легко становится. И тюльпаны такие желтые вокруг, да. Ну, то есть это такая карта настроенческая, просто советует вам не поддаваться вот на игры собственного настроения. Вот и все. Ну, а так все, я думаю, что будет прекрасно. Тем более, что, в общем, сентябрь еще продолжается, это ваш месяц, звезды к вам благоволят и так далее. Далее весы. Для весов у нас достается карта королева пентаклей. Хорошо, прямая королева пентаклей говорит о том, что вас ждут денежные дела. Весы занимаются деньгами, причем занимаются спокойно и плодотворно. Королева пентаклей — это, с одной стороны, ваш портрет, то есть вы с деньгами в руках. Готовьтесь к выгодам, к прибылям, готовьтесь получать премии и зарплаты какие-то крупные, готовьтесь неожиданно найти работу высокооплачиваемую, готовьтесь к тому, что найдутся у вас и помощники, какие-то советчики, как минимум, содеятели в ваших денежных вопросах, если у вас есть какие-то вдруг споры или трудности денежные. То есть королева пентаклей описывает момент, когда в денежных делах квирента наступает порядок и уверенность. А порядок по-разному может наступать. Да? Кому-то он приходит вот с новой зарплатой, например. Вы ходите на новую работу и, естественно, успокаиваетесь, потому что знаете, что теперь раз в месяц вам будут гарантированно что-то платить. И кроме того, это королева, конечно, фигурная карта, и это портрет женщины, которая может в предстоящие 7 дней оказаться для вас полезной. То есть это встреча с практичной, как правило, состоятельной, неравнодушной, довольно-таки заботливой. И вот для вас главное, что полезные женщины. Слушайте советы, обращайтесь за поддержкой, к ней можно обратиться и за деньгами, и просто за какой-то еще там материальной такой вот фактической помощью. В теории королева пентаклей, ну вы видите, да, бывает и перевернуто. Иногда этот портрет все той же женщины, и ваш тоже, но у нее, видите, какие-то на лице блики, какие-то отцветы от дьявольского пламени. И мы понимаем, что эта женщина такая же разумная, стабильная и состоятельная, но только она эту свою состоятельность пускает явно не на какие-то добрые дела. Здесь женщина уже выглядит более какой-то холодной и алчной, немножко злодейкой. Да? Но вам карта выпала прямой, поэтому спокойное время, когда у вас стабилизируется материальные положения, разрешаются какие-то благополучные материальные вопросы, и вы... Да, кстати, по крупным пентаклям часто случаются большие и довольно выгодные или необходимые покупки. Ну, по крайней мере, карта вам это
разрешает такие покупки. Говорит, что у вас хватит мозгов, рассудительности под ретро-меркурием все-таки не промахнуться. Скорпион. Угу. Ну что ж, чудесно. Скорпиону время раздает подарки. Туз кубков – это подарочная карта, которая так и говорит, что Вселенная, высшие силы вас запланировали одарить. Вы получите подарок. Часто это вообще в буквальном смысле подарок. Ну вот вы получаете крупный подарок. Почему? Ну не знаю. Какой-то повод есть, наверное. Вот подарок от знакомых людей, может быть, от и незнакомых, там, от каких-то объединений, от каких-то групп людей. А туз кубков, как правило, ну так как бы считается, что это может быть подарок нематериальный, нематериального свойства. То есть представьте, с одной стороны, в руках у вас ничего ценного не оказывается, а с другой стороны, сердце ваше расцветает, душа ваша расцветает. Иногда это похвала может быть даже такая, или какое-то серьезное обещание. Ну, конечно, от человека, которому вы верите и который для вас очень-очень ценный, мнением которого вы дорожите. Туз кубков – это самая главная любовная карта в колоде Таро, поэтому у скорпионов какой-то расцвет именно любовных, романтических историй происходит. Туз кубков – это и новое знакомство, и какой-то очень выразительный, заметный, от которого не отмашешься, признание в любви. Это может быть предложение, но не о браке, давайте не путать. Часто говорят, что туз кубков – это любовь без брака. Ну, то есть не потому, что он невозможен в принципе, а потому что до этого еще времени дошло, не пришло время. Ну, конечно, карта советует вам сконцентрироваться именно на романтических, таких нежных любовных вопросах. Но если любовь вас не интересует, то туз кубков все равно мимо не пройдет. Это крупное примирение, может быть, например. Вы знаете, да, скорпионы люди серьезные, принципиальные, и у скорпионов поэтому есть враги. Часто бывают враги, да. Вы не умеете, как некоторые ваши соседи по зодиаку, не будем показывать пальцем, есть такие, не умеете проживать жизнь, никого не цепляя и не выделяясь. Поэтому туз кубков – это такое крупное прощение душевное. Вы кого-то прощаете или вас кто-то прощает. И это тогда задушевный или даже душеспасительный, можно сказать, разговор может произойти. То есть такой момент, то есть карта все равно во всех случаях про любовь, давайте договоримся. Другого слова для туза кубков нету. Карта во всех случаях про любовь. Но другое дело, что любовь-то может быть романтическая, вот с вашим бойфрендом, да, а может быть это любовь такая библейская, общегражданская, это любовь родственная между родителями и детьми, между друзьями, например, или даже коллегами на работе. Но туз кубков – это всегда эпизоды, разговоры, события, поступки, которые сильно трогают ваше сердце. И это водная стихия. Видите, как красиво все-таки здесь, да? Видите, на водной глади здесь какие-то кувшинки необычные, да, фантастический пейзаж здесь изображен. И поэтому в следующие 7 дней для скорпионов действительно отдают фантастикой, знаете, вот как бы веют немножко чем-то таким вот космическим и трансцендентным. Чудеса – это чудо, карта описывает. Чудо рождения ребенка, чудо зачатия, беременность. Чудо, взаимной любви, я про это уже вообще не говорю, молчу, да, это вообще все знают, насколько это чудесно. И тогда по случаю я скорпионам достану еще одну карту из колоды, вот такой вот Ленорман. Что здесь может быть для вас? Вот Ленорман о чем говорит? Ага. Книга вам выпадает, откровение. Видите, признание, вот я сказала, да, признание в любви вас ждет. Книга – это откровение, это момент, когда вы что-то узнаете,
максимально ценное для вас. Поэтому в основном так. Открывается информация, открывается тайна, и эта тайна очень счастливая такая для вас, очень счастливая. Кто-то признается вам в своих тайных чувствах к вам. Но это неплохо, наверное. Далее стрелец. Стрелец у нас получает... Королева мечей. Вот прямая королева мечей — это умная женщина, которая, если критикует, то по делу, если мешает жить, то она вас так чему-то учит, лечит и спасает. А вот королева мечей перевернутая — это уже такая самая настоящая, ну, знаете, черная вдова. Злодейка, которая сама не живет, потому что у нее душу разъедают какие-то привычные дурные чувства, какие-то переживания. Не дает жить окружающим. Королева мечей. Ну вот в самом легком случае для стрельца королева мечей — это вот именно злодейка, соперница, женщина, которой вы мешаете жить или которая мешает жить вам. Соперница в любви, то есть вы можете что-то узнать на эту тему, связано. Соперница на работе, но нечестная, не та, которая в каком-то социалистическом соревновании хочет вас победить, а та, которая тайно жалуется на вас начальству, ну и вообще прячет нужные предметы со стола, чтобы вам потруднее было работать. Потому что злоба перевернутой королевы мечей неограниченная, знаете, такая ураганоподобная и очень-очень, самое главное, бессмысленная. В этом подлости вот именно перевернутой карты. Это женщина, которая, будучи сама очень несвободной, закомплексованной, такие же комплексы навешивает окружающим, в данном случае навешивает вам. Ну, что-то все-таки рациональное, хорошенькое в этой женщине есть. Она умна, она несомненно умна. И если вы умны тоже, то вы к ее нападкам прислушайтесь и попробуйте найти в них рациональное зерно и сделать из этого лимона лимонад. Хуже намного, если вот эта королева мечей — это вы сами, это ваш портрет. Тогда карта говорит, что стрельцам, особенно именно женщинам-стрельцам, придется в предстоящие 7 дней злиться, нервничать и на кого-то нападать. Это отвратительное состояние, после которого очень сложно, из которого сложно выходить, после которого надолго вот этот неприятный осадок остается. Советы королевы мечей, ну, естественно, если речь идет о каком-то несправедливом, неэкологичном соперничестве, то его нужно избегать, потому что ничем хорошим такие схватки не заканчиваются. Но если вашу душу сейчас вот такая гневливость, что ли, или какая-то зависть иногда разъедает, то с этим тоже лучше побороться. И для стрельца одна карта из колоды Ленорман будет. Может быть, что-то более оптимистичное мы здесь увидим. Хорошая. Безусловно, хорошая. Это карта рыбы. В буквальном смысле она обозначает улов. То есть вот на фоне каких-то, ну, действительно, чьих-то претензий, на фоне собственных крайне негативных переживаний и поступков даже, вот, жизнь-то проживаете вы достаточно полноценно. Будет улов, а улов это, ну, это нечто материальное. То есть рыба — это материальное, что прибывает. То есть оказывается у вас в руках улов в виде денег, хороших прибылей от бизнеса, улов в виде каких-то выгодных вложений, выгодных покупок. Ну, конечно, рыбы и любовный, романтический улов тоже обещает. Тогда вот видите, в этой паре карты вам советуют, например, одиноким стрельцам, говорят, что будет пара, будет любовь, это возможность нового знакомства, возможность встречи. Однако вместе с любовью приходит и соперничество, и чья-то ревность, чья-то... Козерог.
Козерог. Козерогу предстоит просто думать. Это хорошая карта, старший аркан. Опять же, если старший аркан, это значит, что неделя не случайно, не проходная. Видите, кому-то из ваших соседей по зодиаку достаются карты очень мелкие. То есть, недели как недели. Такие 7 дней, в которые мы там никуда не падаем, и не взлетаем. А вот видите, козерогам достается старший аркан. Это карта жрица, верховная жрица. Вам откровения достаются. Это время откровений. То есть вы должны прямо в понедельник учиться останавливать, например, внутренний диалог, учиться не разговаривать, не поддерживать нападки вот этого альтернативного собеседника в своей голове. Вы должны прислушиваться к интуиции, к своему сердцу. Вы должны быть спокойными, философски настроенными ко всему. А второе значение карты – это, конечно же, учеба. Очень плодотворно неделя пройдет, если вы будете учиться по-разному, буквально там на каких-то курсах или в университете, в каком-то учебном заведении. А также вы можете просто осваивать учебную или научно-популярную литературу, даже смотреть какие-то видео, не развлекательные, а те, которые, безусловно, вас чему-то учат. В любовных делах карта жрица – это средоточие женских энергий. То есть, как бы это пошло и избито не звучало, но вам предстоит в это время побыть женщиной в буквальном смысле, вот с большой буквы. То есть проявить мудрость, где-то промолчать, кого-то настроить на оптимистический лад, побыть учительницей, спасательницей, спасительницей, побыть, может быть, даже дистанцироваться, отстраниться, помолчать, где-то не побыть в активных отношениях, может быть, воздержаться даже от свиданий. То есть жрица – это всегда женщина, которая очень хорошо усвоила советы разных коучей, которые ведут вот эти вот женские тренинги и курсы. Да? На самом деле они же и учат тому, чтобы все мы были именно жрицами, вот такими очень уверенными в себе, немногословными, царственными и в то же время жертвенными, жалеющими и такими вот женщинами, которые источают вот эту вот самые высшие вибрации женские, самые высшие, конечно. А еще жрица – это, конечно же, портрет другой женщины, причем образ не собирательный, а очень личный, поэтому для козерогов предстоящие 7 дней центральной фигурой становится какая-то старшая родственница, может быть, начальница, старшая женщина, которая вас чему-то учит, преподает, наставничает перед вами. И вы, соответственно, эту женщину следуете за ней, учитесь. Вот. Иногда приход такой женщины воспринимается буквально как спасение. То есть вы ждали, что вас кто-то наконец-то научил. И да, карта очень советует идите учиться. Идите учиться, ладно. Водолей получает. Ага, короля мечей. Да? Король мечей прямой, хороший, симпатичный, умненький, масть ваша, воздух. Поэтому для водолея король мечей это, во-первых, возможность открытие какое-то сделать. Вот эти вот крупные мечи, фигурные карты, масти мечей описывают человека с острым умом. Это момент, когда вы что-то изобретаете, вскрываете, взламываете жизнь, загадки жизни. И это, естественно, ваше открытие, то есть вы можете какую-то интеллектуально напряженную, интересную деятельность открыть для себя, завести новое хобби, или устроиться на новую работу, или пойти куда-то учиться, куда вы свои водолейские, вот такие оригинальные, очень активные мозги приложите. То есть, по сути, король мечей – это торжество ума, торжество интеллекта. То есть вот это вот тот момент, когда вы
что-то делаете или думаете по-другому. Собственно, вот это такой совет карты вам и дает. Взмахните мечом один раз и разрубите какие-то в жизни узлы, препятствия, то, что вам мешает идти дальше. Карта советует нетрадиционно смотреть на очень привычные вопросы. А еще король мечей — это еще портрет начальника вашего. Король мечей — это мужчина, дословное значение карты, мужчина, с которым не надо спорить, с которым невозможно поспорить. Вот представьте. То есть это начальник новый у вас, например, появляется или активизируется, дает о себе знать начальник старый, тот, который есть у вас. То есть влияние, авторитет человека. Но авторитет — это маловато. Тут король мечей — это фигура мужская, которая уже пользуется своим авторитетом. То есть это он может быть для вас как хорошим, так и плохим. Хороший, например, как спаситель, начальник придумал для вас что-то, какое-то альтернативное решение ваших там производственных вопросов, проблем, или купил вам какую-то технику, на которой вам теперь легче будет работать, компьютер новый, да. А плохо, если это, например, ваш родственник какой-то, например, ваш отец, король мечей, который вам сейчас что-то активно запрещает и говорит: нет, я тебе обещал купить квартиру, а сейчас вот пока ты университет не закончишь, вот я решила, я тебе ее не покупаю, или машину свою не подарю, ну и так далее. Вот, то есть король мечей — это просто образ мужчины, с которым не нужно спорить. Вот так вот появляется. Может ли такой человек быть романтическим партнером? А почему бы и нет? Для женщин-водолеев, конечно, король мечей — это какой-то мужчина вашей же масти, то есть вашей же стихии воздуха, который резко появляется, знаете, в жизни, входит в жизнь, что-то требует, пытается командовать, настаивать на своем и так далее. Совет карты, да, действительно, не пропустите этого человека, потому что он бесконечно умен. В прямой позиции это хороший человек, правильный, даже если он орет на вас, даже если он вас критикует, что-то отбирает у вас, запрещает вам что-то. На самом деле этот человек хорош, и он несет вам благо. Это ваш какой-то цензор в самом правильном, в самом нужном, правильном, да, понимании этого слова. И для рыб колода Таро оппозиций предлагает пажа пентаклей, почему-то перевернутого. Это деньги, которые пахнут. Ха-ха-ха. Паж пентаклей, вообще паж сам по себе пентаклей — посланник монет. Просто эта карта описывает такое очень простое действие, когда к вам приходят деньги, а скорее появляется новый источник, ручеек, по которому журчат в ваш карман монеты золотые. С пажом пентаклей вы получаете приглашение на поработать и заработать. Это постоянная работа, может быть, приработок, какой-то заработок, шабашка, что-то такое, знаете, вот. То есть источник просто денег. Это такой вестник монет. Известие о том, что вам возвращают долг, или, может быть, возвращенный долг. Известие о том, что вам, кэшбэк какой-то возвращается, да, налоговые вычеты вам возвращают. Все очень даже достаточно неплохо, но карта выпадает вам перевернутой. И здесь она акцентирует уже внимание на жадности, например, с которой вы эти деньги принимаете. Карта говорит, что эти деньги приходят к вам не тогда, не от тех людей или не с теми словами, не с тем посылом, который вы ждали. Это деньги, которые... Это странно прозвучит для всех, но для рыб, мне кажется, это понятная очень формулировка. Это деньги, которые почему-то не радуют. То ли их больше должно быть, то ли они еще месяц назад должны были прийти,
то ли их сумма это достаточная, но вам все равно не хватает, потому что вы мысленно их давно-давно заранее потратили. Не знаю. Паж Пентаклей очень редко описывает как раз не пришедшие деньги, да, какие-то отмененные суммы. Но деньги все равно придут, карта остается такой материальной и очень-очень много обещающей. Кстати, естественно, с пажами все приходит новое в жизнь. То есть это и новые знакомства, практичные какие-то практические люди, вообще какие-то материальные компенсации со всех сторон. Но другое дело, что карта очень редко описывает ситуации, когда в деньгах вам отказывают. То есть, не приходят деньги. Нет, такого не будет. Они придут, ну вот с каким-то, знаете, вот как будто бы что-то отрезают от них, от этой суммы. И паж Пентаклей советует вам приветствовать новые дела, приветствовать новые знакомства, соглашаться на такие вот материальные контакты, сделки, которые дают возможность обогатиться. При этом, наверное, не жадничать. Наверное. И одну карту из колоды Ленорман попробуем тогда рыбам тоже достать для оптимизма. Оптимизма не получается, потому что вот 8-я карта вам выпадает, она называется гроб. Ну, неприятная, согласно названию. На самом деле она не такая плохая, она предупреждающая. Она говорит в сочетании вот с этим пажом, что деньги, которые вы в этот период получаете, могут быть последними. Ну, не в масштабах вашей жизни, естественно, а это последние деньги, скажем, в череде вот этих вот выплат. Последняя выплата, да, последняя выплата. То есть, если мы говорим, что прямой паж Пентаклей – это такой веселый, уверенный ручеек денежный, который новый у вас появился и который будет полноводной рекой скоро, то перевернутый паж Пентаклей – это тоже источник денег, но он такой вот сомнительный и скорее склонный к пересыханию. А карта гроб из колоды Ленорман рядом говорит, что этот ручеек может и пересохнуть скоро, прям вот совсем-совсем. Ну, конечно, в самом драматическом проявлении карты могут описывать для вас такую застойную очень ситуацию в собственном бизнесе, когда вы понимаете, что гроб – это вот окончание, знаете, это момент, когда что-то схлопывается, захлопывается. То есть и вы осознаете, что, например, уже от данного рода деятельности или, например, от вашего магазина вот в данном конкретном месте вы прибыли уже не получите, но тем лучше. Карта не самая оптимистичная, но тем лучше, потому что выразительные советы они дают. Искать новые, совершенно свежие какие-то источники доходов лучше, не дожидаясь, пока совсем исчерпаются старые. Спасибо. И для рыб колода Таро оппозиций предлагает пажа Пентаклей, почему-то перевернутого. Это деньги, которые пахнут. Ха-ха-ха. Паж Пентаклей, вообще паж сам по себе Пентаклей, посланник монет. Просто эта карта описывает такое очень простое действие, когда к вам приходят деньги, а скорее появляется новый источник, ручеек, по которому журчат в ваш карман монеты золотые. С пажом Пентаклей вы получаете приглашение на поработать и заработать. Это постоянная работа, может быть, приработок, какой-то заработок, шабашка, что-то такое, знаете, вот. То есть источник просто денег. Это такой вестник монет. Известие о том, что вам возвращают долг или, может быть, возвращенный долг. Известие о том, что вам, кэшбэк какой-то возвращается, да, налоговый вычет вам возвращают.
Все очень даже достаточно неплохо, но карта выпадает вам перевернутой. И здесь она акцентирует уже внимание на жадности, например, с которой вы эти деньги принимаете. Карта говорит, что эти деньги приходят к вам не тогда, не от тех людей или не с теми словами, не с тем как бы посылом, который вы ждали. Это вот деньги, которые, это странно прозвучит для всех, но для рыб, мне кажется, это понятная очень формулировка. Это деньги, которые почему-то не радуют. То ли их больше должно быть, то ли они еще месяц назад должны были прийти, то ли их сумма это достаточная, но вам все равно не хватает, потому что вы мысленно их давно-давно заранее потратили. Не знаю. Паж Пентаклей очень редко описывает как раз не пришедшие деньги, да, какие-то отмененные суммы. Но деньги все равно придут, карта остается такой материальной и очень-очень много обещающей. Кстати, естественно, с пажами все приходит новое в жизнь. То есть это и новые знакомства, практичные какие-то практические люди, вообще какие-то материальные компенсации со всех сторон. Но другое дело, что карта очень редко описывает ситуации, когда в деньгах вам отказывают. То есть, не приходят деньги. Нет, такого не будет. Они придут, ну вот с каким-то, знаете, вот как будто бы что-то отрезают от них, от этой суммы. И Паж Пентаклей советует вам приветствовать новые дела, приветствовать новые знакомства, соглашаться на такие вот материальные контакты, сделки, которые дают возможность обогатиться. При этом, наверное, не жадничать. Наверное. И одну карту из колоды Ленорман попробуем тогда рыбам тоже достать для оптимизма. Оптимизма не получается, потому что вот 8-я карта вам выпадает, она называется гроб. Ну, неприятная, согласно названию. На самом деле она не такая плохая, она предупреждающая. Она говорит в сочетании вот с этим пажом, что деньги, которые вы в этот период получаете, могут быть последними. Ну, не в масштабах вашей жизни, естественно, а это последние деньги, скажем, в череде вот этих вот выплат. Последняя выплата, да, последняя выплата. То есть, если мы говорим, что прямой паж Пентаклей – это такой веселый, уверенный ручеек денежный, который новый у вас появился и который будет полноводной рекой скоро, то перевернутый паж Пентаклей – это тоже источник денег, но он такой вот сомнительный и скорее склонный к пересыханию. А карта гроб из колоды Ленорман рядом говорит, что этот ручеек может и пересохнуть скоро, прям вот совсем-совсем. Ну, конечно, в самом драматическом проявлении карты могут описывать для вас такую застойную очень ситуацию в собственном бизнесе, когда вы понимаете, что гроб это вот окончание, знаете, это момент, когда что-то схлопывается, захлопывается. То есть и вы осознаете, что, например, уже от данного рода деятельности или, например, от вашего магазина вот в данном конкретном месте вы прибыли уже не получите, ну, тем лучше. Карта не самая оптимистичная, но тем лучше, потому что выразительные советы они дают. Искать новые, совершенно свежие какие-то источники доходов лучше, не дожидаясь, пока совсем исчерпаются старые. Спасибо.